Всем привет! Добро пожаловать в морозное утро, а точнее обратно в дневник дизайнера. У нас вот такая вот снежная, свежая погодка. Я очень им завидую. И мы находимся в городе, который пришел к нам с кошками и собаками, поэтому нас окружают кошки. И наша Ханна сегодня будет выполнять ремонт, точнее делать дополнительную комнату. И у нас тут опять случилась небольшая история. Давайте-ка я покажу, во-первых, где мы находимся. Вот этот домик. Во-первых, этот домик у нас очень знаковый. Сейчас я вам все по порядочку расскажу, потому что информации много. Во-первых, мы, можно так сказать, немножечко пропустили прошлый заказик. У нас должна была быть тоже дополнительная комната, но, по-моему, там любая дополнительная комната. Мне это понравилось, что, ой, любая, что-нибудь такое построим. И, в общем, получается, сегодня вторник, был понедельник, выскочил значок о том, что отправиться на работу вместе, я на него нажала, но Ханна почему-то решила отправиться сама. Она сама ушла на работу, я такая не поняла, что произошло. В итоге почему-то я подумала, что это сбой программы, и на самом деле в какой-то момент я к ней присоединюсь, потом нет, я к ней не присоединилась. В итоге я сбросила, мы потеряли, как видите, продуктивность. К счастью, репутацию не потеряли. Но продуктивность мы потеряли, поэтому как бы 9 уровень у нас не скоро будет. Вот. Хотя можно было, наверное, дождаться 9 часов вечера, она бы пришла и какой-то там, может, что-нибудь принесла. Мне даже было интересно, но я уже нажала на эту кнопочку. Точнее, отменила ей действие. В итоге мы взяли новый заказ, и самое интересное, мы взяли оранжерею. Вы представляете? Я думала, что вообще тут такого нету, а прям оранжерея, там, где должны расти у нас растения. Вот. Я взяла этот заказик, и, как оказалось, мы приехали в дом, получается, нашей мамы. Потому что Ханна, она же дочь Патрика, а Патрик женат был на... Я не помню, как ее зовут. Мне стыдно, но мы сейчас, кстати, с ней познакомимся, потому что это другая сохранка, поэтому как бы этот дом остался в первозданном виде, и мы увидим нашу маму в прошлом. Ханна, точнее, увидит свою маму в прошлом. Вот, потому что этот Патрик вышел замуж за вот эту барышню, которая здесь жила, а она переехала со всеми своими 4 кошками, но пришлось оставить всего одного, потому что кошки в пекарне — это кошмар и ужас. В общем, они терроризировали всех этих посетителей, они там дрались, кидались, портили имущество. В общем, какой-то был кошмар и ужас. В итоге мы завели 2 собак. Собаки как-то лучше себя вели, и за счет того, что их было 2, им было не скучно. В общем, у нас очень такое драматическое шоу сейчас будет. Мы где-то, видимо, здесь будем строить тепличку, потому что она должна... Ой, оранжерею, точнее, простите. Оранжерею либо вот здесь, где-то на балконе делать. Потому что она же должна вообще-то быть на земле, я так понимаю, или не на земле. Я не знаю, тут каких-то особых условий не было. То есть, так, дополнительная комната оранжерея. Я правая рука природы, я ее дух. Да что там, я сама матушка природа. Присоединяйтесь ко мне, наверное, ко мне. За моим садом нужно ухаживать. Только давайте заниматься этим в моей личной комнате для садоводства. Мы все равно ведь понимаем, что победа за природой. Мы все, мы все равно, мы все равно ведь понимаем. Как-то не очень перевод. Или это у меня что-то? Ладно, все, давайте стучаться, потому что мне безумно интересно посмотреть на маму в прошлом. Но это точно она. Я помню этот дом, я помню этих 4 кошек. В итоге мы вот эту кошку, кстати, оставили с самым длинным именем. И они, кстати, в итоге потом переехали в загородный дом. А ту сохранку мне пришлось оставить, потому что там... Это не та сохранка, я балда, слушайте, я вам тут рассказываю. Я, заигралась в челлендже, потому что это же нулевый челлендж. Ай, блин. Какая я. Сижу, вам тут рассказываю, на самом деле я вас обманываю, потому что это Ханна, это не Зои. Это Зои, которая в нашей пекарне, которая сейчас строит империю пекарническую и проходит ее в наследство и, в общем, восстанавливает ее из руин. Это ее мама, на самом деле. Ну и там, кстати, тоже новая сохранка, потому что в пекарне Патрика была какая-то квинтэссенция всех возможных багов, которые могли быть, я не знаю, почему так этой сохранке повезло. Вот. Поэтому вот как я накрутила,
Две истории сплела в единый комок. Ну, вот она, эта барышня. Она на самом деле вот так вот странненько выглядит с макияжем, но без макияжа она очень красивая. Не знаю, она, мне кажется, этот макияж немножко ее портит. Ну, как бы перекрывает ее природную красоту, я бы так сказала. Потому что когда я ее умыла и нанесла более легкий макияж, все как-то наладилось. Ну, мы сейчас только, кстати, с ней одной поболтаем вообще, потому что она здесь одна живет. И татушечка выглядывается. Так, ну, они с ней познакомились. Это случайно произошло. Так, давайте общайтесь. Слушайте, стоп. А у ней получается, да, лестница выходит сразу в спальню, получается. Интересненькое решенице. Так, не хочу я нести. Ну что ж, давайте вас пытать, мадам Барышкина. Что вы хотите на самом деле от этой... Что у нас там, оранжерея? Спросить теперь любимые дизайны. Что там еще можно обсудить? Дизайн. Еще надо про цвет обязательно спросить. Что-то важно. Какую страшную историю она ей рассказывает. Так, конечно, я накрутила с тем, что Ханна это Зои, Зои это Ханна, и что это еда. Да, кошмар. Мне стыдно, честно, что я так накрутила, навертела, но уже из-за того, что я параллельно прохожу пекарню. Скоро еще у нас один челлендж нас ждет с выживанием на ферме. Я уже о нем говорила в последней постройке. Так, ну что. В общем, после недолгих разговоров мы узнали все предпочтения. Как видите, Ханна уже так хитренько посматривает в сторону. Думает, где же строить оранжерею. На самом деле, все эти пожелания вообще ни к селу, ни к городу. Единственное, что нравится садоводство. Я в этом не сомневалась, учитывая то, что она заказывает дополнительную комнату оранжереи. Но при этом ей еще нравятся танцы, не нравится пение, но при этом нравится смешивание напитков. Как я это все совмещу, учитывая то, что у нас денег всего 1000 с хвостиком, я вообще не понимаю, вообще, как все это делать. Я что-то сначала так с воодушевлением, классный заказ, а потом понимаю, что да, прощайся, пожалуйста. Ну, уже, видите, переоделась, у меня такие смешные штанишки. Куда ты пошла, мне интересно? Реагировать на первый снег, отлично. В общем, как вариант, мы вот из этой комнаты сделаем. Либо мы вообще сделаем маленькую коробочку вот здесь. То есть как нам сейчас расскажет и подскажет в режиме строительства наши ограничения. Если они у нас будут, они, скорее всего, какие-то все-таки будут. Ну что, ты отреагировал на первый снег-то? Давай уже прощайся с клиентом. С ее милыми ушками. Ну что такое? Не надо в туалет идти, попрощайся с клиентом уже. Все, он уходит. Давайте уходите, нам нужно уже делать фотки и переходить в режим строительства, потому что мне прям интересно, как мы все это делаем. Я пока вообще не представляю вообще, как это все будет. Но, скорее всего, это комната, либо отдельная маленькая-маленькая коробочка.
ремонт закончен, но мы все-таки построили отдельное строение, потому что ничего в доме нельзя было делать. То есть я все-таки сначала пыталась как-то переделать тот балкон, о котором я говорила, но по итогу ничего не получилось. В итоге у нас вот такая вот штуковина. Штукуёвина, я бы сказала. У нее есть крыша, на самом деле, и она должна быть прозрачной, но ни черта не видно, потому что снег. Вот. Давайте я вам покажу. Это коробочка. Давайте уже сквозь проходим. Нет. Вот, как бы я взяла уже существующие эти. Я только один, по-моему, горшочек купила. И посадила дерево. А, да, слушайте, вот стеклянная крыша, все окей. Внутри я не покрасила, потому что уже денег не хватило. Вот 4 горшка, цветок, стены, окна. Окна красивые. Ну, в смысле того, что в узорах все. Все. Вот она, коробочка. И все. Больше ничего нет. О, в небе там летает кто-то. Вот такой вот наш шикарнейший ремонт. Меня немножко прет от этого всего. Это какое-то что-то странное. Надеюсь, туда вообще можно попасть. Ну, хотя вот так же вроде бы можно. Потому что оттуда же не попадешь, да? Вроде нет. Да, вроде нет. Отлично. А еще она очень хочет в туалет, но ей нельзя, потому что это плохо сказывается на этим. Просто со снегом. А почему я не могу вызвать? Я же все сделала. Стоп. Стоп. Я уже начала нервничать. А то у меня с этими багами уже немножко оттипывает меня, если честно. Потому что мне все время теперь кажется, везде подвох, везде что-то происходит, что-то не то, что-то не так. Так, фоточки мы уже сделали. Да, вот они. Шикарно. О, нас тут опять, кстати, пытаются нанять заново. Я не помню, кто это. Заказчик по имени Ханна снова предлагает ей работу, наличие постоянных клиентов хорошо скажется на YouTube. Ну, давайте возьмем повторно ее вот. Потому что нам нужна и репутация. Она так хочет в туалет сильно. А у нас, кстати, в Бричестере, там, где живет Ханна, там нету еще снега. А, она была все время в доме? Серьезно? Она даже никуда не уходила. Вот так вот. А, нам же нужно специально. Я забываю все время, что нужно еще раз на них нажать. Я, кстати, не вижу вообще в этом смысла, если мы изначально уже как бы их приглашаем, мы хотим сделать для них презентацию и все такое, но нужно еще раз как бы нажимать и говорить о том, что закрывайте глазки и идите, не стесняйтесь. Они же отсюда выйдут, правда? Из этой дверки. Здесь не догадаются вообще, где был ремонт, что мы там делали. Оранжерею мы делали. Давай. Вот, они догадались, к счастью. Дверка открылась, она опять застряла в этих, в лестнице. Ну, ладно. Практически попали. Зашла, вышла. Зашла, вышла. Зашла, вышла. Мы еще так не показали ремонт, на самом деле. Вот, все окей. Все, презентация прошла удачно. Я знаю, ты хочешь в туалет, но ты не можешь идти в туалет. Нет, не надо покупать семена. Как презентовать-то? Это все вот. И дерево она тоже может презентовать. Только то, что мы купили, а у нас купленных вещей-то нету. У нас только два купленных веща. Может, мы можем... мы можем окно презентовать. А то мы на самом деле один горшок только купили, и вот это вот, из предметов именно. Да, она совсем себя плохо чувствует. Ну, вроде, кстати, она довольна, наша заказчица. Тут что-то построгалась, нет? Нам, кстати, с ней надо пообщаться еще. Она сейчас пройдет, через окно, и мы с ней пообщаемся. Слушайте, наконец-то она вынесла окончательный вердикт, потому что, как видите, уже аж потемнело. Она просто стояла, и ничего не говорила. Я, кстати, отправила уже Ханну сходить в туалет в доме заказчиков, потому что, совсем уже было, не втерпёшь. И я думаю, что произошел бы конфуз, если бы я этого не сделала, поэтому пришлось так поступить. Давайте ждем окончательного вердикта. Да. Интересно, что это будет. Нормально. Нравится ваш ремонт. Прекрасная работа. Мы заработали на 77 миллионов больше. Профессиональная репутация. Оставьте на участке, пожалуйста.
Вот не только идут общаться, а мы уже типа все получили. Ну что ты ходишь кругами? Чё она ходит кругами? Скажите мне, пожалуйста. Ой, не то включила. Я вообще хотела следующую подработку уже взять, пока она тут ходит кругами. Мы хотели, кстати, взять постоянный клиент. Вот, постоянный клиент, Фирс, жилой дом, ремонт комнаты. Ну, кстати, бюджет хороший. Комнату для ремонта выбирает эксперт, то есть вы. Мы очень рады снова с вами сотрудничать. Ну, давайте попробуем, посмотрим, как оно. У нас пока продуктивность хорошая и репутация безупречная. Посмотрим, как сильно вырастет. Даже интересно. Давайте выбираем. Это когда у нас получается среда, у нас сегодня вторник. Ну все, завтра. Давайте наконец-то поздравились, что ой, мне так понравилось, так понравилось, так понравилось. Отлично. Ну и отлично. Все, поехали домой. Итак, новый день, новый заказ. Мы вернулись к своим старым заказчикам, которые были у нас когда-то... О, как красиво. Как трубы висят. В общем, сейчас посмотрим. Наша Ханна очень яркая и такая вот оптимистичная. У нее все хорошо, в принципе, да. Ее карьера развивается прекрасно. Мы хорошо продвигаемся. Я ей поменяла нарядик на зиму. Ну, точнее, сделала несколько. И вот в этот раз она решила выбрать вот такой вот яркий и насыщенный. Так, посмотрим, что у нас за дом. Вот такой вот у нас гигантский дом. А еще здесь, видите, к праздникам все готово. Они приготовились, молодцы. Мы были в этом доме, знаете, когда? Это было еще в каких-то первых сериях. О, здесь немножечко есть этих светяшечек. В первых сериях мы здесь делали вот тут вот спальню, которая, видите, с барной стоечкой и с этой штукой для дебатов. Я до этого не знала, что, кстати, есть отдельные тумбы, и поставила двойную тумбу для дебатов. Но это было еще начало, я еще была молодая, зеленая, вот. А сейчас у нас просто ремонт комнаты, на самом деле, насколько я знаю, да, без каких-либо пожеланий. А почему не этот? Не работает, не работает. Может, потому что они вот здесь, у них как-то странно вход. Да, здесь похоже. Включать дверь. Почему-то у них вот так вот как-то так странно. Вроде бы вход есть, но он как бы нет. Беги, беги, Ханна, беги. Что такие флажки классные. Они уже подготовились к праздничку. И вот у них еще выход. Где он там? У нас тоже, кстати, должен быть праздник. Так, все, заходите, можно? Спасибочки. Вот наша комната, смотрите. Вот так вот интересненько. Ну, неплохо, кстати. Так. А где нас? Тут, по-моему, их 4 или сколько-то там, их много товарищей. Вот, кстати, мы можем сделать вот эту гостиную, потому что она такая печальненькая немножко, ну, как-то так скудненько. Здесь темновато, скудненько. Ну, давай уже познакомься с ним, пожалуйста. Хотя я вроде должна быть с ними знакома, если у нас повторный. Ну, заказчик еще, как это называется, постоянный клиент, короче. Ой. Чуть за сердце хватаешься. Тут какие-то дамочки были. Тут мужчина, по-моему, несколько... 3 женщины было точно. Пока мы видим только одну женщину. Может, здесь что-то поменялось, кто-то с кем-то развелся, разъехался, родился, умер. Музыка играет. А вот. Вот эту барышню я помню. Ведь она такая вся поджарая, накачанная. Это я помню. Ее я помню. Рассказать хамский анекдот. Зачем? Вот видите, с ней мы знакомы. А с той женщиной мы, походу, были не знакомы. А никого больше нету? Серьезно? Они тут вдвоем остались? А, нет, вот, смотрите. Я нашла еще людей. Вот, мужчина, еще одна женщина. Что, ты клиент? И клиент. Отлично, я всех нашла. Они все дома. Это радует. Потому что нам надо всех опросить. Вот, с ними я знакома. Почему с этой женщиной я была? А, нет, с ними не знакома. Что-то все-таки поменялось, кто-то на ком-то женился, кто-то что-то. Кто-то что-то как-то где-то. Все в цепленьком, какой интересный мужчина.
Такс. Ну что ж, мы будем знакомиться, общаться. И да, я думаю, что вот по сравнению с остальными комнатами, это какая-то самая такая печальная, если честно, выглядящая. Она большая, какая-то несуразная. Денег у нас 8000, ну, плюс-минус 8,5 получается. Нормально, нормально. Как бы не супер мало, но и не супер много. Мы кое-что тут продадим, я думаю, у нас какой-то будет плюс. Вот. Тем более, что они сказали, что вы сами выбираете квартиру, вот. Комнату для ремонта выбирает эксперт. Вот. Я эксперт, я выбрала. А куда ты пошла? Я же тебе с этой женщиной послала общаться. Ты пошла. Мне так нравится ее наряд. Я что-то как-то никогда не выбирала. Ну, как я выбирала эту курточку, я не видела вот этой расцветки, если честно. Что-то как-то я на нее не обращала внимания. Она такая прикольная вообще. Кстати, я недавно рассказывала о том, что я никогда не выбираю куртки, никогда не выбираю такие сапоги тяжелые, потому что я знаю, что Симы будут внутри помещения находиться в этом всем. И сама такая выбрала куртку. Ну, не самую теплую, но вот когда полную экипировку для зимнего вида спорта, мне кажется, вот это немножко странно. Так, мне не нужно, чтобы ты просто разговаривала, мне не нужно, чтобы ты выясняла какие-то подробности для работы. Тут просто так сидеть общаться, конечно, и я могу. Но надо вообще-то работать. Ты пришла сюда работать. А они не будут к нам спускаться, они так вот будут тут тусоваться. Может, они муж и жена? Что-то у меня такое есть впечатление, что они здесь сидят в своей комнате, уединились, не хотят ни с кем общаться. Эти здесь отдельно. Она так и будет бегать между ними, я так понимаю, да? Итак, я сама себя в засаду загнала, потому что я у всех спросила про стиль в декоре, и вот сначала у нас был, что нравится стиль террас, получается, вот эта женщина, о которой он сейчас думает, сказала о том, что ей не нравится готическая фирма, а мужчина сказал, что ему нравится стиль королевы Анны. И я предполагаю, что это за стиль, мне уже вообще не смешно, если честно. У нас тут есть фиолетовый цвет, у нас есть кулинария, ну, такое себе. И есть живопись. Ну, отчасти хорошо. Я думаю, что на этом закончим, потому что чем больше я узнаю, тем мне становится немножко дурнее, потому что что-то как-то слишком много всего и какое-то все несовместимое. В прошлый раз, когда у меня было так много подробностей всяких, я растерялась и наделала всякой бяки. В общем, как-то неудачный у меня был ремонт, хотя вроде бы мне за него заплатили, насколько я знаю. Ну, короче, мне не понравилось, но клиенту понравилось, это главное. Давай иди сюда, фоткай дом. Мы все-таки вот эту гостиную возьмем. Не знаю, конечно, что там с королевой Анной будет, какой там стиль. Мне уже немножко страшно, но может какую-то там только шкурку постелим. Просто он очень дорогой, то есть мы на один элемент декора потратим вообще все деньги, на самом деле. И это будет обидненько, скорее всего. Ну, ладно, давайте встретимся уже в режиме строительства.
Итак, ремонт закончен. И вы помните слова той женщины, которая говорила о том, что не-не-не, фиолетового практически не будет, он будет только в деталях. Его будет совсем-совсем чуть-чуть. Я не хочу делать ничего фиолетовым. И как бы мы сейчас стоим в фиолетовой комнате. Ну вот как-то так. Я сегодня очень странная, могу сказать, что в первой части я перепутала двух персонажей двух разных челленджей, а в этот раз я сказала, что фиолетового не будет, но у нас все абсолютно фиолетовое. Да, вот как-то так. Показываю вам ремонт. Давайте со входа прям так. Ить. Вот так вот у нас выглядит. Не так выглядит, мы слишком высоко. Вот так выглядит это со входа. Мы заходим, у нас тут диванчик раз, диванчик 2, вот этот второй диванчик в нужном стиле, картинки в нужном стиле, книжные полки тоже в нужном стиле, и вот эта вот феечка, столик. Ну, короче, тут есть кое-что в стиле, то есть тут есть, получается, кое-что в стиле королевы Анны или чего-то Анны просто. В общем, то, что нам мужчина-клиент запросил. И есть фиолетовый цвет, который сказала одна из женщин. В принципе, есть живопись, которую тоже кто-то там заказал живопись. У нас есть живопись, пожалуйста. Вот столик. Тут на столике практически ничего нет, нам уже денег не хватило. А вот такой диванчик я уже вам показала. И шторы, фиолетовые шторы. Вот, кстати, из какого-то старого набора они такие еще немножечко квадратненькие. Вот. И коврик. Мне нравится из вампирской тематики, я люблю этот коврик. Как бы все. Вот такая вот у нас получилась гостиная. Мне кажется, это нормально, кстати. Мне даже понравилось в какой-то момент. Вот еще фиолетовое пятно. Это не подушка, а пятно. Такая яркая. Но это я немножко психанула. Вот. Получилось, мне кажется, прикольненько. Оно, конечно, не очень гармонирует с остальной квартирой, но мы можем еще раз сюда вернуться и вообще все перестроить. Я предлагаю нам вызывать наших товарищей, потому что, в принципе, у нас, ну, во-первых, у нас все готово, я уже сделала фоточки, но они, кстати, не будут закрывать глазки, я уже знаю. Почему-то они в последнее время этим вообще не занимаются. То есть они типа раз зашли, что-то там посмотрели, почесали подбородок, и на этом все закончилось. Я не знаю, почему так в последнее время. Обидно. Мне нравилось, как они закрывают глазки. Зато пока мы тут тусовались, мы уже немножко у нас заполнилось украшений и все такое. Осталось немножко украсить свой личный дом, и у нас праздник пройдет успешно. Да, я хочу с анонсом, между прочим. Все-таки я хочу с анонсом, потому что мне интересно, что они, как они бегут, такие, расстояние это большое, приходится бегать. Так, ну что, они сами зайдут? Да, они сами зайдут. И тут остановится, нет? Да? Они идут сюда, точно, я вспомнила. Они почему-то хотят обычно с этой стороны заходить. А у нас одинаковые курточки, получается, да? Просто разных цветов. Прикольно. Так по-разному смотрится вообще. Это такая раздетая, эти все в куртках, а она в шортах и в майке. Обалдеть. Так, ну что вы. Дорогие мои клиенты, давайте уже смотрите, что я вам там наделала. Ну что, она Джоди пригласила, что они все такие отвернутые стоят-то? Ножульками копошатся. Ну, это там, видите? А, нет, слушайте, они закрыли глаза, ну наконец-то. Я уже соскучилась, поэтому что у них в квартире все равно пары изо рта. Сейчас они походят через стены, это нормально. Все. Да, презентация прошла успешно, отлично. Чего не могу? Я же уже могу вроде бы презентовать. Нет, ничего не могу пока что. А что такое? Что случилось? А, еще не закончилось действие. То есть тут оно закончилось, здесь оно еще не закончилось. Окей, ждем. О, закончилось. Все, теперь проверяй. Ну, в смысле, пока. Почему тут проверить, там показать, похвастаться или что хвастаться? Опа! Да, вот такой вот диванчик, полочка. Так, ему понравилось. Угу. Ну и что, вам нравится вообще это все или нет? А? Давайте говорите своим мнением. Смех до колик. Ему, по-моему, не нравится шкафчик. Потому что он в том стиле, в котором именно
в этот... Он захотел. Он в этом стиле захотел, но ему не сильно понравилось. Я считаю, это идеально. Но хотя такое бывает. Итак, у нас тут было очень-очень много разговоров. Очень много, очень долго. Но зато они все готовы. Сейчас мы их будем по одному вылавливать и спрашивать. Потому что они резко все сказали: ой, мы готовы. Ну, как-то слишком быстро все. Они решили пообниматься, отлично. Да, лучше расскажи, как тебе ремонт вообще-то. Потому что они тут что-то вроде сердечками меня закидали. Она с ней или с ней? А что на нее смотрит? Вроде ей понравился. Ну, хорошо. А теперь у тебя спросим. Выпадет. Вот, да. Менюшечка выпала. Давай у тебя спросим. Так, 1 за. Уже хороший результат. Так, 2. И... Нет, ей не нравится. Обидненько. Да, ей не понравилось. Да. Потому что это она, по-моему, хотела фиолетовый цвет, насколько я помню. Значит, что-то там стоит в углу, сам с собой разговаривает и ругается. Прикольно. Так, ты женщина. У нас пока 1-1. Давай узнаем твое мнение. И... Давай рассказывай. Все, отлично, 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 я рада. 2-1. Сейчас голос этого товарища будет решающим. Короче, ей понравилось, да. Отлично. Спасибо большое, спасибо, раздетая женщина. Теперь... И... Ему понравилось, ура, ура! Мы справились, мы справились. Точнее, Ханна справилась. Она молодец. Она большая молодец. Что ж, все прошло удачно. Кажется, клиентам очень понравилась. Новая планировка. Отлично. Останьтесь, пожалуйста. И, короче, всем понравилось. Видите, все довольны ремонтом. Все крутяк. Опять Ханна хочет в туалет. Ну ладно, мы уже дома сходим, конечно же. Хотя в прошлый раз, кстати, не повлиял. Слушайте, у нас отличная продуктивность. Что-то у меня есть такое впечатление, что в следующей серии нас ждет повышение, а мы уже на 8 уровне. То есть еще где-то скорее всего, 2-3 серии, и все, мы достигнем вершин в дизайнерском деле. И мы достигнем 10 уровня. Интересно, что там будет нас ждать? Какие заказы? Мне прям интересно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь интересного. Ремонт кафе, ремонт бара, ремонт гостиной, этажа кухня, ремонт этажа, оплата 14 тысяч. Люблю я такие заказы. Так, ремонт коктейль-бара, ремонт этажа, ремонт ветеринарной клиники, дополнительная комната. Вот, я вот эту хотела комнату взять. Я все как-то... Ну, давайте попробуем. В любом случае, нам какие-то заказы нам нужно брать, поэтому вот у нас Нгата клиент. В четверг. У нас сегодня среда. Ну все, тогда в следующей серии встретимся на новейшем объекте. А на этой ноте прекрасной и замечательной. Видите, Ханна довольна, все довольны, ремонт удался, костюмчик у нее классный, в общем, все замечательно и прекрасно. Мы продвигаемся вообще семимильными шагами, я очень довольна. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, до новых встреч. Пока-пока.